раз добрый день. Еще был вопрос такой, а как нужно найти общее состояние с человеком, когда ты его не принимаешь? Опять же игра. Опять же игра получается. Я пример такой простой приведу. Например, у меня Сауля, внучка, да, она никак не могла найти общий контакт со своей учительницей по литовскому языку. Она ее просто тряслась от того, когда она шла на урок. Я говорю: Сауля, ты измени к ней состояние, давай поиграем. Ой, ты. Значит так, все, закончили школу, едут они тут в поездку. Как это они на чем? На пароме. Да, на пароме. В Эстонию. И вдруг встречают эту учительницу, что она на этом пароме везет группу. И она сказала: я вам помогу пройти туда-сюда, 3-10, вы только будьте рядом со мной. Там 2 девочки из этой школы были. То есть, когда она уже была не учительницей, а когда она для нее стала уже путеводителем, да, в туризме, она ее приняла, она сказала: боже, какой душевный человек. То есть, понимаете, как бы надо себя, получается, изменить отношение, увидеть этого человека еще в чем-то очень легко. С другой стороны. Очень легко бывает, я, например, это у меня как бы само, оно давно пришло еще в детстве, любого человека, взрослого или какого-то, мне легко было увидеть его, какой он ребенок. И когда я его видела ребенком, я совершенно к нему по-другому относилась. Я видела его какую-то вот такую вот особую задорность и так далее. Или же можно увидеть, вот есть человек, и вы как бы за него смотрите, а кем он был раньше, а какая структура вот раньше, вы притяните, кто он. Притянули, и вы уже начинаете общаться с ним не как с Петей, да, вы начинаете общаться с ним уже там, совершенно с другим человеком. Это вот так же в колбасне хорошо, когда взаимодействие происходит. Ну, например, вы видите в этом человеке, что к вам подходит не Петя, да, а подходит там, какой-то объект совершенно противоположный Пете. И вы с ним начинаете взаимодействовать. Все. Один раз отношение поменялось, но потом вы будете в этом Пете видеть тот объект, с которым вы уже поколбасились и который вам хорошо и приятен. Если только напряжение с Петей, опять вспоминаете тот объект или снова вызываете какой-то новый. То есть понятна, да, идея? Можно добавить? Да. Очень хорошо это проявляется, когда человека видишь в какой-то рабочей обстановке, ну или в каких-то ситуациях, а потом, когда его видишь в творчестве. И видишь, что это совершенно другой человек. То есть как он рисует, как он поет, как он стихи там читает или сам складывает. Да? То есть вот в творчестве это совершенно другие люди. То есть когда в человеке открывается вот его творческое начало, он становится другим. Вот. Это очень заметно. То есть вот порой обстоятельства жизненные и рабочие какие-то отношения, они не дают возможности вот проявить человеку, открыться ему. А вот когда он свободен и занимается творчеством, это совсем другое. Ну, это получается, когда в творчестве человек предъявляет свое как бы истинное лицо, потому что на работе или в обществе он часто надевает какие-то себе маски, которые должны соответствовать там статусу или еще чем-то, да, ну, обстоятельствам. А в творчестве он уже выражает сам себя, поэтому, наверное. Но в любом случае, даже на работе вы тогда все равно обращаетесь к нему именно как более полному объекту, реализованному вот в этом творчестве. Вы с ним начинаете разговаривать. Он вас услышит. В любом случае, это же обоюдный настрой. То есть, если вы уже на работе же вы тоже ведете, значит, себя как-то по-другому. И вот рабочее вот это отношение, болезненные отношения работы, они наложили на того и на того. Значит, сразу себя на работе, в
вспомнить состояние, какой я был тоже в этом творческом процессе, и увидеть этого человека тоже вот в этом творческом процессе. Как только это ощутили, в этом состоянии вы общаетесь. Так, еще вопросы есть какие-то? Да, можно вопрос. А если, например, к примеру, с человеком в данный момент абсолютно не получается выстроить никаких адекватных, гармоничных состояний? Я знаю этого человека давно. Например, если ну, он сейчас очень изменился, да, относительно там начала наших отношений, если я буду с ним общаться, как вот с тем, каким он был там 7 лет назад, например, там 10 лет назад, ну, да, вот. То есть вот это вот, для меня непонятно чуть-чуть слово «поколбаситься». Это со знаком плюс или со знаком минус? Поколбаситься. Но тот, кто знает что-то... Вот вы сейчас двигались, это называется колбасня. То есть подвигаться. Можно подвигаться. А если ты с ним двигаться в голове, можно двигаться движением. Душой и разумом. Да, душой и разумом. То есть можно с ним общаться и представить, что я с ним поколбасилась. Ну, то есть мы как бы с ним колбасились, а на самом деле мы никогда так не... Вот смотрите, в любом случае у каждого есть на протяжении взаимодействий. Вы когда встречаетесь с человеком, состояние какой-то влюбленности есть, да? Его можно вспомнить? Вы к этому человеку относитесь именно так, как вы относились, как будто вы его только что встретили. И неважно, что там дальше было по жизни, но вы его вот только что встретили. Ваше отношение к этому человеку, какая-то симпатия, да? И у вас нет вот этого вот навороченного, то, что вы притянули и накрутили в процессе этой жизни, отношений. Вот вас что-то свело. Вас кто-то свел. И вот этот кто-то, он, наверное, больше знает, чем вы, чем он, ваш партнер. Доверьтесь вот этому, что-то вас свело. И когда вы с ним начинаете общаться, вы общаетесь с ним вот сейчас именно в этом состоянии, когда вы только что с ним познакомились. Потому что когда только люди становятся друзья, партнеры, ближе друг к другу, начинается что? Начинаются обиды. Всегда виноваты те, кто рядом лежит. Во всех отношениях. И эти обиды начинают накручиваться, как клубочек такой. Нам сейчас от этого клубочка вообще его нету, он растворился. Есть первая встреча. И когда вы с ним начинаете сейчас говорить, не цепляйтесь мысленно, душой, телом, разумом за то, что какие-то обиды были, что-то недоделано, что-то кому-то не додано. А именно как с новым совершенно чужим человеком. Вот чужих людей мы больше уважаем, чем людей, которые находятся рядом. Ценим мы чужого, мы не наорем на чужого человека, на близкого человека мы наорем. Почему? Ну, как бы вот что за этим стоит? Поэтому стараться все-таки, может быть, вот только встретились, вы же встретились вот сегодня, сейчас, в новое время, да, в каком-то пространстве, оно уже другое пространство, а время тем более другое. Минутка прошла, оно уже другое время. Поэтому мы встретились опять же с новым человеком. И вы новый, и он новый. И на этом контакте тогда начинать разговор. И послушайте вот это состояние свое. Можете также на картах, состояние, я готова к этому, вот такому отношению. Это же игра, в любом случае это игра, но она такая интересная. Когда мы играем и загружаемся, вот если мы раскидываем карты, мы напрягаемся, получится, не получится, это уже не игра. Это уже не ради игры, это уже ради достижения чего-то. Как только ради победы напряжение. А оно все, оно сбивает. Чувства пути уже нету, мы уже не на чувстве пути. Путь уже не в нас.
То же самое любовь. Лампочку свою зажгли и общаемся. Ну, надо человеку согреться в этой лампочке, да пусть греется на любом расстоянии. То есть вот здесь, видите, как получилось, что вы, притягивая карты друг к другу, они, вернее, сами притягиваются, да, то есть как бы получается, что вы можете как бы менять реальность, да, то есть как бы это же вот в одной реальности они смиряются и никак не могут друг с другом состыковаться, а вот вы сделали условия, где они раз и сошлись. Ну так и по жизни. Мы создаем условия, где что-то раз и сошлось для нас, а это модель, да, то есть мы фактически смоделировали некую ситуацию, которая может быть произойти в жизни у вас, и вы ее проявили вот в таком простом упражнении. Говорили, что такое проклятие мерности? Но это когда мы пытаемся анализировать и представлять некие события, как некие логические выстроенные в координатной сетке взаимодействия. Да? То есть у нас получается, что, ну, допустим, есть некая функция, которую мы выполняем. Да? То есть эта функция может быть описана, ну, каким-то уравнением. В этом уравнении есть множество каких-то параметров. Да? То есть еще если у нас там 3 параметра, 4 параметра, мы можем представить как вот некую модель в трехмерном пространстве. А если она больше, то мы ее даже и проанализировать не можем, у нас даже представления не может каких быть в этого пространства. Нету модели, то есть у нас в голове может не укладываться это все. Мы можем отдельными какими-то сечениями видеть, отдельными картинками, но общее не сложится. Поэтому нам это называется в математике проклятие размерности, когда очень много различных параметров, как отдельных измерений, которые невозможно проанализировать наглядными моделями. Но если там математические модели мы можем как-то там просчитать что-то и так далее, то в жизни вот таких расчетов мы сделать не можем. Да? То есть если мы будем опираться на прошлый опыт, мы будем говорить, что мы набрали это, нам теперь даст возможность проектировать новое будущее, мы этого не можем сделать. Почему? Слишком масса неопределенных вариантов. Но мы можем сформировать это будущее, то, которое нам надо, а не то, которое вытекает из прошлого. Да? То есть вот как бы вот этот эксперимент с этими картами показывает, видите, сколько человеку, который раз и получилось. То есть как это может произойти? Когда вероятность комбинации какой-то вот такой, она совершенно незначительная. Да? То есть как бы оно сошлось и даже ни у одного человека. То есть это вообще как бы вот как раз показывает, что мы в состоянии в этой реальности делать очень большие изменения под наше намерение, под наши задачи, которые есть. И опыт, нажитый прошлыми годами, он может совершенно никак не пригодиться в этом. Это как невозвратные издержки. Вот в чем иногда проблема бизнеса. Затратил на что-то деньги и начинаешь переживать, что вот дальше не можешь вот в этом направлении. Да? То есть как бы, да надо остановиться, сказать, все, далее я никуда уже не могу, уже потратил. Значит, да? То есть невозвратные издержки мы вернуть не можем. Начинаем с нуля опять что-то делать дальше, не обращая внимания на то, что было вот сделано в прошлом. Не удается возвратить, ну и бог с ними. Новый наработаем опыт, новый капитал, новый бизнес и так далее. То же самое в отношениях, да, то есть как бы, если мы опираемся только на прошлое, что человек нам сказал, как у него там, какие у нас были связи, мы получаемся, уходим опять в некие тупиковые состояния, которые не ведут нас куда-то вперед. А если мы это рассматриваем как возможность творческих взаимодействий, как возможность соединения светов, как возможность что-то создать, что-то новое, да, то есть проявить себя в этом творчестве, ну так это же новая жизнь, это новое совершенно состояние каждый день. И из этого рождается как раз и новый мир, и новое будущее, которое пока еще не определено. Но все в ваших руках. Сказать. Сергей, еще тут вопрос. Вот упражнение с картами, оно получается через это упражнение мы его расцениваем как имитационную модель и им формируем события какие-то, либо это, ну, как бы мы предсказываем, смотрим, как в будущем реализуется наше желание или нет, как бы, чтобы принять решение здесь, двигаться в эту сторону или нет. Нет, это мы, как бы здесь мы пытаемся сформировать, то есть то, что будет, да, то есть не столько прогноз сделать, как бы, с одной стороны, нам всегда хочется сказать, верно ли дорогой мы идем, с другой стороны, дорог-то множество, да, то есть как бы их выбрать можем любую. Но куда это приведет дорога? Здесь может быть как модель, что да, вот мы попробовали, раз, и у нас сошлось. У нас, значит, есть некая состоятельность по формированию этого будущего, которое
мы можем реализовать. Тогда мы более уверенно смотрим в будущее. Если у нас какой-то там дребезг, что-то не стыкуется, ну что ж, надо изменить свое состояние и попробовать еще. Понятно, спасибо. Почему иногда вот сложно развивать интуицию? Человек сделал что-то, не получилось у него, он начинает расстраиваться, он начинает напрягаться от того, что у него что-то не получилось. На самом деле, ну, это как в науке. Там нет отрицательных результатов. Любой результат – это результат. Только единственное, что мы можем этот результат по нему сказать, так, это не тот результат, который нам надо. Значит, так мы делать не будем, мы будем делать по-другому. То же самое здесь. Нет плохих результатов. Значит, у нас там было, значит, мы не поймали то состояние, а мы учимся поймать вот это состояние, в котором у нас получается. Спасибо всем участникам. Было приятно с вами поработать. Фактически мы что-то новенькое сегодня все для себя открыли, и это радует.